Привет, друзья! Необходимость в надежных транспортных средствах, которые могли бы выдерживать морозы до минус 80 градусов Цельсия, возникла с началом советских исследований Антарктики в середине 1950-х годов. В 1957 году руководство Арктического научно-исследовательского института обратилось к правительству страны найти предприятие, которое могло бы создать замену существующему тягачу-вездеходу АТТ. Как правило, в трансатлантическую экспедицию отправлялось немало человек, и долгое пребывание в стесненных условиях было проблематичным. Требовалось что-то более вместительное и комфортабельное. Руководство страны дало добро, и задача создания снегохода для Антарктики была возложена на два предприятия в Харькове – авиационный завод и завод транспорта машиностроения. Работа началась в 1958 году и была выполнена за 3 месяца. Основой будущего нового вездехода послужил тот же самый тягач АТТ. Машиностроительный завод Малышева как раз выпускал эти самые тягачи. Авиационный завод начал проектировать кузов будущего вездехода. Только авиаконструкторы могли уместить в одной машине кокпит водителя, спальный отсек на 8 мест, кухню, кают-компанию, радиостанцией и туалет с умывальником. Компоновку новой машины харьковские конструкторы выбрали вагонной. Помимо вышеупомянутого, в ней поместили еще штурманский пост со астролюком и компасами в нескольких видов, лебедку усилием на 20 тонн со 100-метровым тросом. Если говорить о размерах харьковчанки, то они были внушительными. В длину машина получилась до 8,5 метров, а в ширину 3,5 метров. В однообъемно практически прямоугольном кузове удалось создать помещение общей площадью 28 квадратных метров и высотой потолка 210 сантиметров. Последнее требовалось для комфортного передвижения по салону. Изолированная от ходовой части хорошо утепленная площадь была поделена на отсеки. В передней части над двигателем располагался отсек управления, который делили между собой механик-водитель и штурман. Стекла отсека управления имели встроенный электроподогрев. Справа по ходу движения за отсеком управления размещалась радиорубка, оснащенная в то время передовым оборудованием. По левую сторону за перегородкой расположилось спальное помещение на 8 человек. За ним уже шла кают-компания. Нашлось место и камбузу. Однако его размеры не позволили организовать там полный цикл приготовления пищи, только разогрев консервов. За камбузом отвели место для туалета с подогревом. На харьковчанке был предусмотрен тамбур, чтобы не выхолаживать помещение при входе и выходе. Там же присутствовала небольшая сушилка для вещей. Вездеход должен был выдерживать самые сильные морозы, так как корпус его был собран из алюминиевых панелей с 8 слоями синтетической изоляции. Клепанные стыки всех панелей проклеены особой лентой, чтобы исключить малейшее проникновение воздуха при ураганах. А все иллюминаторы во избежание обмерзания были снабжены влагопоглотителями и имели постоянный приток горячего воздуха. Сердцем вездехода, который находился в общем корпусе с рядом боковых лобовых стекол и 9 иллюминаторами, служил 12-цилиндровый танковый дизель мощностью 520 лошадиных сил, при подключении наддува 800 тысяч лошадиных сил, и баков топлива на 2500 литров дистоплива, которых хватало на 1000-1500 километров пробега. Этот дизель обеспечил вездеходу достаточно внушительную скорость по тем временам – 30 км в час. А также таскать свою массу по 35 тонн, а также еще буксировать прицеп массой до 70 тонн. Для обслуживания двигателя был предусмотрен доступ из салона, чтобы при необходимости вести его ремонт и обслуживание, выходя из тепла. Так как вездеход планировалось использовать в условиях сыпучих ферновых снегов, серьезно пришлось доработать гусеницы. Их ширину довели до 1 метра, а базу увеличили на 2 катка. И каждый трак снабдили снегозацепом. Это позволило повысить тяговые усилия. И хотя харьковчанка не была амфибией, какую-то часть маршрута она могла преодолеть и по воде. Вот тут и помогали эти самые снегозацепы. Плавучесть обеспечила герметичная рама. Машина получилась замечательная, и была выпущена серия харьковчанок из 5 штук, которые на долгие годы стали обязательными участниками санно-гусеничных походов по Антарктике. Исчертили своими гусеницами и Южный полюс, и полюс недоступности, и другие труднодоступные места. Эксплуатировалась харьковчанка вплоть до 2008 года. И они перестали ходить по стандартному маршруту Мирный Восток не из-за того, что их списали, а из-за переноса основной базы с Мирного на другую станцию.
Даже сейчас их используют, но в качестве передвижных баз для исследователей. До сих пор многие полярники считают харьковчанку лучшим вездеходом для передвижения по Антарктике. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.